Всем привет! В этом видео мы будем рассматривать проект переделки радиоуправляемой машинки на литий-ионные аккумуляторы. И начнем с необходимых нам компонентов и инструментов. Итак, нам потребуется сама машинка, два аккумулятора 18650, паяльник, модуль заряда, провода, ну и, конечно же, клеевой пистолет. Главным участником данного проекта является китайская машинка на радиоуправлении в исполнении всем известной Range Rover Evoque. Питается от трехпальчиковых батареек по 1,5 вольта, соответственно в совокупности получаем напряжение в 4,5 вольта. На борту два двигателя и модуль управления механизмами. Мы будем ставить батарейный отсек для аккумуляторов 18650 с параллельным соединением. Пришлось внести некоторые конструктивные изменения, а именно отпилить центральное крепление, которое, впрочем, никак не участвует в становлении жесткости кузова, так как батарейный отсек просто-напросто не влезал в корпус. Напряжение одной батарейки 1,5 вольта, подключается последовательно, каждый плюс к минусу, каждый минус к плюсу. Суммарное напряжение составит 4,5 вольта. При нагрузке, когда колеса на машинке начинают крутиться, напряжение существенно проседает из-за довольно высокого разрядного тока. При таком соединении общая емкость соединенных батареек будет равна самой маленькой емкости на любой из батареек. Именно поэтому такие батарейки в подобных устройствах быстро выходят из строя. Напряжение одного аккумулятора 3,7 вольта. У таких аккумуляторов внутреннее сопротивление намного ниже, чем у обычных батареек, поэтому просадка минимальная. Их можно соединять как последовательно, так и параллельно. Стоит отметить, что при параллельном соединении нужно, чтобы аккумуляторы были заряжены примерно одинаково, иначе между ними пойдут большие токи, и аккумуляторы могут выйти из строя, либо может произойти взрыв. Будьте предельно осторожны при соединении подобных аккумуляторов. При параллельном соединении емкость суммируется, напряжение остается неизменным. Емкость аккумуляторов 18650 значительно больше, чем в обычных батарейках, именно поэтому устанавливать будем именно их. Суммарная емкость при параллельном соединении аккумуляторов составит 6400 мА. Емкость реальная, проверена, продавец не обманул. Аккумулятор от китайского фаворита производства аккумуляторов и их производных Litokala. В отличие от многих других магазинов, емкость указывает реальную. Для того, чтобы наши аккумуляторы служили нам долго верой и правдой, необходимо поставить зарядный модуль. Мы будем устанавливать на плате TP4056 с защитой BMS. TP4056 – это модуль заряда аккумуляторов. Есть платы без защиты, которые предусмотрены для аккумуляторов со встроенной защитой, а также есть модули с защитой BMS – Battery Monitoring Systems, предназначенные для отключения нагрузки. Так как при последовательном соединении расходуется емкость аккумулятора с самой маленькой емкостью, BMS отключает все аккумуляторы от нагрузки в случае разряда одного из них. Без защиты в процессе разряда напряжение ваших аккумуляторов может упасть до критического значения в 2,4 вольта. До такого состояния аккумулятор разряжать ни в коем случае нельзя, так как он может выйти из строя, либо безвозвратно потерять емкость. Максимальное напряжение 4,2 вольта. В таком состоянии аккумулятор пребывает полностью заряженным. Именно поэтому двумя аккумуляторами можно заменить 3 обычных батарейки. Обязательно запомните,
платы BMS не служат зарядным устройством для последовательно соединенных аккумуляторов. Для них нужен одинарный зарядный модуль. Последовательно соединенная сборка нужна только в том случае, если рабочее напряжение вашей радиоуправляемой машины более 6 вольт. Литий-ионные аккумуляторы можно заряжать током в половину емкости самого аккумулятора. Соответственно, если аккумулятор у вас 2000 мА, можно заряжать его током в 1000 мА, ну или говоря проще, 1 ампер. Модуль на плате TP4056 может заряжать несколько аккумуляторов, соединенных параллельно. На заметку, модуль выдает зарядный ток именно 1 ампер, соответственно время зарядки увеличится, если емкость вашего аккумулятора выше 2000 мА. Для зарядки 6000 мА потребуется около 12 часов. Хочу дать совет. Для первой зарядки аккумуляторов используйте зарядное устройство с малым зарядным током, не более 300 мА, так как зарядка малым током продлевает срок службы аккумулятора. Если вы хотите уменьшить время зарядки ваших аккумуляторов, можно параллельно подключить два таких модуля. Соответственно, зарядный ток будет уже 2 ампера. Итак, запаиваем провода красный с красным, черный с черным. Будьте осторожны, соблюдайте полярность. По-хорошему припой должен плавиться от нагрева элемента, к которому припаиваем. Просто мне было крайне неудобно, поэтому так. Для пайки всевозможных плат лучше использовать канифоль или паяльные флюсы, так как паяльная кислота разъедает микросхему, а также является хорошим проводником и может вызвать короткое замыкание. В целом для пайки проводов в нашем случае сойдет. К плате на машинке припаян проводок с лепешкой из фольги. Это антенна со, скажем так, усилителем. Черные провода от батарейного отсека припаиваем ко входу B-, а красные ко входу B+. На некоторых платах обозначается как BAT. Изначально планировалось вмонтировать батарейный отсек под крышку машинки, но в дальнейшем эта идея отпала. Для того, чтобы собрать схему, нужно выпаять провода с штатного батарейного отсека. Далее необходимо припаять минус с платы, идущей к батарейному отсеку, к аут минус, а плюс к аут плюс. Два вывода рядом с гнездом microUSB используются в том случае, если нужно подключить постоянное питание на плату. В нашем случае они не нужны. Припаиваем все провода и дальше лепим на термоклей батарейный отсек корпуса нашего суперкара. Также сажаем на термоклей модуль заряда, так чтобы вывод microUSB попал в отверстие. В моей тачке в штатной комплектации уже было отверстие. Непонятно для чего, но это факт. И модуль заряда у меня аккуратно поместился в задней части машинки. И все, сборка почти закончена. Остались сущие пустяки.
Вставляем аккумулятор в батарейный отсек. Сидят они довольно плотно, поэтому в дополнительном крепеже не нуждаются. В отдельных случаях отсеки попадаются хлипкими, советую залепить изолентой или скотчем. Сборка закончена, приступаем к тестам. Как мы видим, все отлично работает. Повороты влево-вправо работают, привод также отлично работает. Теперь это уже точно гоночный болид. Кстати, машинка существенно быстрее набирает скорость и с места рвет куда шустрее, чем на обычных батарейках. Ваш ребенок будет счастлив. Ну или вы. Не забудьте предварительно одинаково зарядить аккумуляторы. Зарядное устройство можно купить в любом магазине электроники. Схема доступна даже новичкам. У вас все получится, будьте уверены. Данный проект непременно будет дорабатываться. Ждем компоненты от братьев-китайцев. Будет еще много интересного. Также будет выпущен видеоучебник по электронике для новичков с полным пояснением. Подписывайтесь на канал. Всем пока.